Тысячи пчел атаковали маленького львенка. Но посмотрите, что сделала его мать. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Утро в Серенгети начиналось спокойно. Воздух еще сохранял прохладу, солнце поднималось над ровным горизонтом, вытягивая длинные тени. Трава мерцала серебром росы, а ветер нес сухой запах пыли и свежей земли. Львица с детенышем двигалась через равнину к каменистому плато, туда, где среди гранитных выступов можно переждать дневную жару. Львенок шел рядом, иногда останавливался, нюхал траву, пробовал лапой след антилопы. Львица держала ровный уверенный шаг, изредка останавливаясь, чтобы поднять голову и оценить ветер. Когда солнце поднялось выше, они вышли к большому баобабу. Дерево стояло отдельно, и в его тени воздух был прохладнее. Львенок замер, втянул носом запах, где-то в нем чувствовался мед. Он двинулся к стволу, не дожидаясь матери. Львица насторожилась, ускорила шаг, но не успела. Детеныш уже царапал когтями кору и сунул морду в темную щель между корнями. Из дупла вырвался рой. Гул был резкий, плотный, будто удар электричества. Пчелы ударили в лицо львенка черной волной. Он отпрянул, завизжал, упал на бок, катаясь по земле. Пчелы облепили его голову, глаза, живот, жалили в мягкие участки кожи. Львица бросилась к нему, но облако насекомых тут же обрушилось и на нее. Они били в морду, уши, нос. Она отшатнулась, тряхнула головой, снова рванулась, безрезультатно. Рой был слишком плотным. Львенок уже почти не двигался, пищал глухо, прерывисто. Львица сделала круг, остановилась и вдруг резко побежала вниз, к равнине. Там, в 300 метрах, стоял джип рейнджера. Она поднялась на холм, зарычала низко и протяжно. Звук был не угрожающим, скорее умоляющим. Рейнджер Рамирес заметил движение еще до рыка. Он служил здесь 8 лет, знал поведение зверей и умел отличать предупреждение от просьбы. Львица не нападала. Она будто старалась привлечь внимание. Обошла машину по дуге, заревела, потом резко повернула назад, мелькнув боком. Рамирес взял из кузова перчатки, сетку, аптечку и баллончик с дымовой смесью. Все это он держал под рукой на случай укусов, пожаров или нападения насекомых. Когда они добрались до баобаба, картина была очевидна. У подножия дерева вращался рой, в траве лежал львенок, а рядом металась мать, рыча и уворачиваясь от укусов. Рамирес натянул защитную сетку и вышел. В тот же миг пчелы переключились на него, били в лицо, шею, руки. Он не отвечал на боль, зажег фитиль и направил дым к дуплу. Терпкий запах растекся по воздуху, заставив насекомых осесть. Через минуту рой стал реже. Через 2 почти стих. Он опустился на колени к львенку. Тело дрожало, дыхание было поверхностным. На морде и по животу виднелись десятки темных точек. Он стал поочередно убирать жало, прокатывая их ногтем, чтобы не выдавить яд. Руки двигались быстро, точно. Львица стояла в нескольких шагах, напряженная, с прижатыми ушами. Она не нападала, только следила, готовая вмешаться при малейшем подозрении. Ее хвост подрагивал, дыхание сбивалось от жара и тревоги. Рамирес достал из аптечки физраствор, промыл глаза и морду львенка, убрал остатки пчел. Тот вскрикнул, но дыхание стало ровнее. Он приложил влажную ткань, чтобы снять отек, и обработал укусы мазью. Несколько раз проверил пульс и ритм дыхания, стабильный, хоть и частый. Он чувствовал, как собственные руки горят от укусов, пот стекает под сетку, но останавливаться было нельзя, животное могло погибнуть от шока. Он говорил тихо, почти шепотом, повторяя «Еще немного».
дыши, малыш». Пчелы возвращались в дупло. Воздух постепенно очищался. Львица подошла ближе. Ее дыхание стало спокойнее. Рамирес поднял руку ладонью вперед, показывая, что не угрожает. Львица коротко зарычала, но осталась на месте. Он поднял львенка, уложил на одеяло, развернул ткань, чтобы укрыть от солнца. Детеныш тихо пискнул и прижался к земле. Львица подошла вплотную, наклонилась и облизала морду детеныша. Ее движения были точные, осторожные. Она избегала мест укусов. Рамирес наблюдал, стараясь не шевелиться. Он видел, как ее взгляд то и дело возвращается к нему. Тяжелый, оценивающий, но без ярости. Еще несколько секунд, и граница между человеком и зверем будто растворилась. Их связывало одно — дыхание раненого львенка. Он отступил, оставив им пространство. Пчелы почти исчезли. Остался слабый запах дыма и меда, смешанный с жаром травы. Львица легла рядом, накрыла тело детеныша грудью, заслоняя от солнца. Он снова приподнялся, сделал шаг, пошатнулся, но устоял. Рейнджер сел на землю. Боль от укусов жгла лицо и руки, но он не обращал внимания. Он смотрел, как львица осторожно помогает львенку подняться, как тот делает несколько шатких шагов, прижимаясь к ее боку. В ее движениях не осталось паники, только усталость и сосредоточенность, похожая на человеческую. Он сказал тихо, почти шепотом: «Все, вы справитесь». Львица посмотрела прямо, без страха. Потом поднялась, подтолкнула детеныша и направилась в сторону плато. Они уходили медленно, почти не шевеля траву. Через минуту их уже не было видно. Рамирес еще несколько секунд слушал тишину. Звуки саванны возвращались постепенно. Стрекот насекомых, шелест ветра, крик птиц. Только тогда он понял, что весь этот час не дышал полноценно. Он убрал аптечку, обработал собственные укусы раствором, проверил двигатель. Солнце поднялось, воздух стал густым от жары. Когда он завел мотор, по дороге проскочила группа импал, в небе кружил коршун. По рации кто-то вызвал его на связь, обычная проверка. Он ответил спокойно: «Принято, все нормально». Вечером он сидел на пороге своего домика и пил крепкий чай. Саванна шумела ровно, птицы возвращались на ночевку. Где-то вдали снова раздался низкий рев. Может, та же львица. Он слушал и думал о том, как иногда дикие животные, следуя инстинкту, делают шаг за его предел. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.